Всем привет! В этом видео вы узнаете про бренды и компании, которые могли бы встретиться нам в Сан-Андреасе, но по различным причинам не заявили о себе в игре, оставив упоминание о себе только лишь в полностью или частично неиспользуемых текстурах. В деревне Блуберри есть ресторан, который называется «Ресторан». Или его название Blood's Milwaukee Beer, но это совсем не название ресторана, а логотип производителя пива, который без типичных правок от разработчиков был размещен на панель над входной дверью. Но на изображении текстуры названия ресторана можно узнать полное название Amity Seafood Restaurant, которое, скорее всего, не отсылает ни к какому реальному заведению, да и сама текстура не выглядит как сфотографированные слова с реальной вывески. Больше в игре эта надпись нигде не участвует. Где-то в районе магазинов за Гленпарком, там где находится гараж STD White Anno, могли быть использованы такие вот изображения. Одно из которых это вывеска с номером телефона арендодателя, о которой я рассказывал в одном из выпусков исторического туризма. Второе это указатель с надписью Chrome. А третье рекламная табличка об оптовой продукции компании Carikian. Будет сложно прочесть полный адрес, который указан под названием, но этот адрес 1321 Матео-стрит, по которому в то время была такая компания. Оригинальное имя которой Марикиан. Расположение данного производства не слишком далекое от ранее упомянутой вывески с номером арендодателя, что и неудивительно, исходя из того, что на текстуре это соседние картинки. Может и надпись Chrome должна была быть где-то рядом, но я ее не нашел. Во время поисков подобных мест я повстречал автомобиль с реальным названием компании Marikian, где также был указан год ее появления, но номера телефона отличаются от того, который был на неиспользуемой текстуре, хотя когда-то он был актуальным, что можно увидеть на старых информационных записях об этом бизнесе, как и подтверждение указанного адреса, который было сложно разобрать на ПК, а на PS2 и подавно. Зато название компании там было бы оригинальное, без исправлений. Мы можем встретить две вывески заведения Substandard в Лос-Сантосе. Такая себе пародия на американскую сеть Subway. Но в текстуре, помимо надписи Substandard, есть еще фотография рекламной панели парикмахерской Afros of Hollywood. Я даже пытался ее обнаружить на карте Лос-Анджелеса, руководствуясь тем, что имею полное название и даже образ логотипа бизнеса. Затем, когда я вышел на сайт заведения, актуальный адрес там был не имеющий ничего общего с Голливудом. И только волей случая мне удалось разыскать инстаграм парикмахера, у которого в профиле была фотография фасада изначального заведения Afros of Hollywood, с той самой панелью по адресу 6332 бульвара Голливуд, где на Google панорамах, естественно, уже ничего нет. Так как субстандартов было двое, на бульваре Голливуд и на пляже Санта-Мария, можно приблизительно предположить, где могли бы быть вывески таких парикмахерских. Во время проезда по деревням между большими городами нам могли встречаться такие вот ветряки. Я в них не особо сильно разбираюсь, но на той вот металлической штуке сбоку от лопастей должен был быть логотип компании, который присутствует на текстуре, но не используется в игре. А компания это настоящая, и в интернете есть фотографии, где видно правильное размещение того неиспользованного участка текстуры. Более того, уже даже есть фикс, который даст нам возможность увидеть полностью правильное применение текстуры. Спасибо автору. Почтовое отделение сразу через дорогу от дома Райдера между верхним стендом и закрытым шатром передней витрины могло содержать продолговатую панель с надписью «Почтовая служба Сэма». И действительно, я верю в то, что в реальном таком почтовом офисе когда-то была такая панель перед тем, как ее поменяли на другую с логотипом Почты Соединенных Штатов. Про это я также рассказывал в одном из своих видео ранее, опираясь на то, что изображение на текстуре имеет тень именно от этого места и является частью реальной фотографии. Так как во главе этой таблички было реальное название существующего по сей день заведения,
хоть само почтовое отделение уже оттуда ликвидировалось. Текстура не была использована в игре, в связи с чем мы на ее месте видим пустой выступ без надписей. И только на лоде таких почтовых отделений слегка проглядывается какое-то содержимое между ролетом и верхним стендом. В районе Виллоуфилда имеется текстура стеклянного большого окна с надписью Renault Cleaning Service Alterations. И это название Renault, возможно, выдумка от Rockstar. Об этом я тоже рассказывал в одном из своих видео. Или промежуточное название компании в год создания фотографии. Но я думал, что это полностью неиспользованная картинка из файла текстур. А оказалось, что она задействована, хоть и не в полном размере. Небольшую часть такой картинки можно увидеть на фасаде тату-салона в Виллоуфилде. Естественно, надписей никаких не видно, но если бы такая картинка была использована в игре полностью, на карте Сан-Андреаса было бы на одно бесполезное для игрока заведение больше. На главном бульваре Лас-Вентуреса к модели стенда от казино «Карман Клоуна» помимо изображения со списком услуг прилагалась текстура рекламной доски бара, который называется Hairy Banjo. Очень неуместное расположение на самом деле, ведь на этой главной улице нет места таким мелким заведениям среди многоэтажных отелей и казино. Может, потому его и не существует ни в игре, ни в реальности. Судя по названию на текстуре, вероятно, созданному в фоторедакторе. На углу, сразу возле арки бульвара Святых, тот самый магазин драгоценностей под названием Diamonds на PS2 версии назывался Leon, согласно его реальному названию состоянием на 2004 год. И все было бы очевидно, если бы не было второго такого магазина около Гленпарка, который даже на PS2 уже был переделан на лад ПК-версии, где на месте слова Leon была уменьшенная копия того же слова Diamonds. А изображение из текстуры было использовано полностью цельно, тогда как в магазине около арки бульвара Святых использование текстуры дробное и немного халтурное, когда на картинку немного попадает часть соседней. Наверняка очень мало кто знает, что есть такая вот витрина салона красоты, которую можно найти по настоящему номеру телефона, указанному на ее фасаде. Такое заведение было по адресу 6673 бульвара Голливуд и ликвидировалась в 2007 году. Потому нет никакой возможности увидеть ее на панорамах Гугла. Но где такой салон был бы в игре? Ему предусматривалось место на углу блока рядом с театром Катай, на месте этих витрин. И он там есть и сейчас, просто вы его не видите. И я его не видел, пока не залез сквозь эту безымянную витрину, которая загораживает нужную нам тем, что она немного выпуклее и ближе к дороге. А так ее можно увидеть задом наперед с середины здания или под особым углом между двумя слоями витрины. В Angel Pine есть витрины магазинов, знакомые нам с GTA Vice City. Да, и стоят они в подобном порядке в обеих играх. Но есть один магазинчик из тех, что были в Vice City, который мог бы и в Сан-Андреасе присутствовать, правда уже в Монтгомери. Но в игре от его витрины используется только дверь для магазина спиртных напитков Hannibal Liquor. Потому никакой информации о покупке и продаже музыкальных инструментов мы не видим. Зачем-то на PS2 версии игры в этом магазине использовались другие окна, а дверь по-прежнему та самая с номером 1358. Магазин с красной кирпичной верхушкой, который можно увидеть через дорогу от Highland Swap Mall, должен был называться Otlán Jalisco Cold Store. И есть даже предположение о том, где такой магазин располагается в Лос-Анджелесе. В первую очередь из-за названия, которое написано на неиспользуемой текстуре его витрины. Но в игре мы видим такой магазин без названия, на такой же красной стене над входом. Любители изображать бета-облики в модификациях для игры используют эту текстуру в качестве рекламного билборда над магазинами, но учитывая то, из какого материала сделан фон на текстуре, слабо верится, что у картинки было именно такое применение. Следующие магазины от ювелирного под аркой бульвара Святых будут магазин запчастей и услуги остекления авто. Но с таким же дизайном и текстом есть вертикальная реклама, которая могла бы быть где-то здесь,
потому что она содержится на этой картинке в файле текстур. Информации она нам даст не более чем основная панель и не покажет нам ничего запретного, из-за чего ее могли бы исключить из использования. Потому в этом случае не ясна причина, почему ее не задействовали в игре. А вот сама витрина ранее грешила тем, что показывала на себе два логотипа реально существующих компаний, которые без проблем и всякого цензурирования красовались на PS2 версиях. На ПК их стерли через решетку, которая их частично перекрывала. Есть в Лос-Сантосе текстура, которая показывает дверь и окно, загражденные раздвижной решеткой, которая применена на Айдлвудском тату-салоне, на паре магазинов Lillian's Appliance и на нескольких pick-and-go маркетах. Несмотря на то, что у последних двух точно есть свои оригинальные витрины, которые также можно увидеть в игре. И даже там, где вывеску не удостоились разместить, через вид издалека на такие магазины можно увидеть их размытый образ на сжатых лод-текстурах. К тату-салону такая витрина тоже не имела бы отношения, так как наверху, чуть выше окна и двери в картинке, содержится надпись «Автободи», которая ни в каком из вышеперечисленных применений не видна по причине того, что изображение использовано частично, и всегда его высота заканчивается раньше, чем начинается эта надпись. Один из супермаркетов 24/7, который находится сразу под Малхолландом, напротив отеля The Bog Standard, имеет банкомат, которым мы воспользоваться не можем. Да и в целом банкоматами в этой игре могут пользоваться не только лишь все. Прохожим в Лас-Вентурасе, кому посчастливилось пройтись по тротуару около стейкхауса, предоставляется такая возможность. И все это не так важно, как то, что тот банкомат около супермаркета в исходной картинке текстуры имеет зеленую надпись First Union, которая отсылает нас к реальному такому банку, хоть и искусственным образом, так как эта надпись словно написана в графическом редакторе. Банк First Union в Америке присутствовал до 2001 года, с 50-х годов и даже ранее, но уже под другим названием и в другом составе. Может, поэтому и было решено растянуть картинку в игре так, чтобы этой надписи не было видно, вместо того, чтобы просто стереть название на содержимом этой текстуры. А логотип этого банка выглядит немного иначе, и он также есть в файлах игры уже на другом банкомате, на входе в торговый центр по соседству с большим зданием Paper Cuts в Лос-Сантосе. Но там было применено более грубое решение проблемы присутствия настоящего логотипа в игре. Присмотревшись на то место, где должен располагаться данный банкомат, мы можем увидеть неаккуратную комбинацию из некоторых частей изображения настоящего банкомата и текстуры стены многоэтажного здания с двумя окнами, которая выступает в качестве фонового изображения. В поисках разницы между PS2 и ПК-версиями игры наверняка вы могли видеть, что на одной из строительных площадок присутствовали бетонные колонны в процессе изготовления, что видно по присутствующей опалубке, которая имеет два вида текстур, среди которых один содержит в себе логотип Simpson, который может являться названием реальной компании, и повторяется он бесшовно несколько раз, что свойственно стандартному размещению логотипов на подобных стройматериалах. Я думаю, что поэтому эти колонны и убрали на ПК-версии вовсе, дабы не пришлось что-то аккуратно стирать, но по лод-модели издалека можно увидеть позиции всех отсутствующих колонн, включая уже застывшие бетонные участки без такой опалубки. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить новые видео моего авторства. Всем пока и до скорых следующих встреч!